Итак, всем огромный привет! С вами Алена Пестова, и сегодня мы с вами будем готовить крем в домашних условиях. Благодаря вот этому простейшему рецепту, которого вы обязательно увидите вот там внизу, сможете сделать крем в домашних условиях, ну и, конечно же, зарабатывать на этом денежки. Поэтому смотрите видео до конца, ну и, конечно же, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там я буду делиться с вами огромным количеством рецептов. Ну что, дорогие друзья, поехали? Итак, сначала мы с вами наливаем дистиллированную воду вот в такой вот стакан, понятно, он у нас лабораторный. Дистиллированная вода не дает осадков, да, когда мы приготавливаем кремы. Мы не используем питьевую воду, поэтому нам пригодится дистиллированная вода. Итак, включаем плитку, наливаем водичку в стаканчик в мерный. У меня сейчас получилось 270 грамм. Ставлю на плитку и начинаю греть воду до 85 градусов. Здесь у меня подготовлен такой вот градусник, термометр, который я ставлю и смотрю, как будет подниматься и повышаться температура в стакане. Вы будете пользоваться моим кремом? Я сейчас приготовлю просто отвар максимально крутой. Раздам его всем здесь, все по соточке. Забираем. Опять включилась. Сегодня у меня в крем будет добавлена отдушка хлопковая. Я просто обожаю ее. Мне это напоминает очень дорогие кремы, дорогих марок. Они добавляются сегодня в нашу косметику, которую делают у нас на производстве. Мы для своей косметики используем только качественные ингредиенты. Даже если мы берем наши аромадиффузоры, это просто гениальнейшие ароматы. Поехали далее. А здесь у меня подготовлены экстракты. И сегодня крем мы будем готовить на хорошо активных действующих ингредиентах. Первый у меня вот здесь вот экстракт ромашки, который обладает успокаивающим эффектом. Масло оливы очень увлажняет хорошо и питает кожу. Масло ши или карите обладает максимально регенерирующим средством, заживляет все неровности, трещинки, какие-то белковые расщепления в коже. Когда вы обгорели, оно действительно добавляется во все высокодейственные кремы, которые регенерируют и питают кожу. Масло кокоса, которое увлажняет и питает нашу кожу. Максимально такая маслянистая основа у него. Он содержится у нас также в Nice Balm, поэтому он такой прям вот максимально кайфовый и очень хорошо регенерирует, увлажняет и питает кожу. Ну и, понятно, экстракт календулы, который выравнивает цвет кожи, обладает успокаивающим действием. Вот такой вот действующий ингредиент — это цитиариловый спирт, который улучшает сенсорику. Мы его тоже добавляем, он в таких гранулках. Это будет вторым этапом после экстрактов различных в добавлении. У нас пойдет дальше цитиарет 20, это эмульгатор, и дальше моностеарат глицерина, это соэмульгатор. Крем стоит длительное время, у него там сверху вода какая-то непонятная. Вот соэмульгатор добавляется с целью того, чтобы длительное время крем сохранял свою текстуру, бархатистость, белесость, да, для того, чтобы крем длительное время выглядел как это правильно сказать? Короче, чтобы крем был стабильный. Вот так. Понятно, что у нас будет в состав входить полимер, который будет загущать наш крем. И у меня вот в руке еще 3 ингредиента. Понятно, глицерин добавляется в крем для того, чтобы он обладал увлажняющими питательными средствами. Каприл-каприлик, состав, который вот эти все активные ингредиенты доставляет глубоко в кожу и заставляет продолжать их работать на нужной глубине. И консервант, понятно, добавляется в любые из жидких основ с целью того, чтобы там не прорастала плесень, никто не завелся. Итак, 80 градусов. Я выключаю. Открываю экстракты. Экстракт ромашки. Беру пипеточку и добавляю в воду. Экстракт ромашки, тоже маслянистая основа. Мы видим, что у нас вода и вот эти вот маслянистые капельки, они сейчас находятся на поверхности воды. Еще далее, это у нас масло оливы. Также добавляю пипеточку. Масло ши. Добавляем вот столько. Хорошо? Отлично. У меня за кадром технолог, который следит за мной и за всеми моими действиями. Дальше масло кокоса. Я так думаю, что все эти ингредиенты, почему они без каких-либо чрезмерно ярких отдушек, потому что для этого в крем добавляется далее отдушка, чтобы сделать крем аромата, который пожелает создатель. Кокос. Карите там тоже растворяется, как сало. И экстракт календулы. Точно так же берем и добавляем целую пипеточку в нашу с вами воду.
У нас вода тяжелее, чем масло, да? Поэтому масло лежит сверху. Дальнейшие действия, все вот эти вот ингредиенты, которые мы будем добавлять дальше, как раз-таки будут осуществлять ввод и распределение частичек масла в воде. Давайте начнем с цитиарилового спирта. Цитиариловый спирт подготовлен в правильной пропорции. Это вот такие вот гранулки. Приятный аромат. Я добавляю полностью его в наш с вами будущий крем. Раз. Если вы так же, как и я, любите вот это вот все смешивать, нюхать, напишите комментарий и поставьте лайк. Далее у нас идет Цитиарет 20. Это эмульгатор, вот как раз-таки, который занимается распределением масла в воде. Добавляю. Это тоже такие частички прикольные, как будто бы рыхлый снег. Сейчас, смотрите, будет очень интересный эффект. Жидкость станет белого цвета. Мне кажется, у меня зрители сейчас сидят, у них рот открывается, потому что это действительно какая-то магия. Смотрите, какая прелесть у нас здесь получается. Я тихонечко металлической лопаточкой бью о стенки нашего стакана. Мы видим, что у нас как раз-таки сейчас идет распределение. Чуть-чуть мешаем. Теперь соэмульгатор, моностеарат глицерина. Чуть мельче у него частички. Я также добавляю его полностью в наш крем. Также перемешиваю. Шипит. Главное ничего не подорвать здесь. И сейчас я максимально размешала и добавляю это в блендер. Ну, понятно, что я не готовлю крем дома и у себя на производстве. Я делаю разные всякие классные штуки, рецепты, как сделать мороженое, всякие такие вкусняшки. Обо всем об этом я делюсь в своем телеграм-канале, поэтому подписывайтесь обязательно, ссылка будет внизу под этим видео. Итак, мы переходим к очень важному этапу, это перемешивание. Мешаем буквально 2-3 минутки и будем добавлять полимер. Давайте попробуем. Ой, тепленькая. Какая прелесть! Это ваша же заливная рыба. Вау, это крем. Это крем. Так, теперь мы добавляем полимер. Полимер — это у нас загуститель. Там и так он уже густой. Вау, это просто вау. А также 2-3 минуты перемешиваем полимер. Я в шоке пока что. Вот такой вот у нас крем здесь. Смотрите, кокосом пахнет. Вкусно. Вау, как мороженое. В общем, нам сейчас нужно подождать немножечко, когда крем остынет, и добавить еще вот эту троицу, ну и, понятно, отдушку. Вот это же чудо. Самое настоящее. Из простого сделать продукт. Итак, сейчас мы с вами добавляем еще 4 компонента. Это глицерин, это каприлин, консервант и наша с вами отдушка из хлопка. Я начну с отдушки. Полностью. Еще глицеринчика. Глицерин для того, чтобы крем был более маслянистым, для увлажнения и питания кожи. Вот. Консервант, чтобы не было никаких живностей в креме. И каприлин. Каприлин – это штучка такая, которая будет все ингредиенты доставлять в нужные слои кожи. И смешиваем. Сейчас будет крем, который я продам. Ну, люблю я денежки, ну что можно со мной сделать в этом моменте? Ничего. Вот этот крем, который мы сейчас делаем, этот крем подходит для рук. Для того, чтобы создать крем для лица, там, понятно, другие компоненты будут, чуть более сложный процесс приготовления этого крема. Об этом, обо всем будем говорить в следующий раз, но в нашей лаборатории. Поэтому, если вам интересно, пишите, конечно, комментарии. Чем больше их будет, тем больше будет желание сделать это видео непосредственно для вас. В студийных условиях решили сделать крем. Причепурили все из дома. Миксеры, блендеры, ну и немножко с производства. Для того, чтобы показать, что все на самом-то деле максимально реально. Вы можете делать это в домашних условиях. И мы вам это показали на деле. Все у нас получилось, дорогие друзья. Пахнет просто божественно, с хлопком, с действующими ингредиентами, которые будут работать и ухаживать за вашими ручками, ножками, попкой, тельцем, декольте и так далее и тому подобное. Этот крем создан с любовью от Алены Пестовой. В общем, такая вкусняха. С вами была Алена Пестова. Это мой первый в моей жизни крем, который я приготовила в студии. А вы можете пользоваться рецептом, который заберете внизу под этим видео. Ну и, собственно, сделайте его для начала для себя с целью познания вообще вот этих всех крутых конструкций, рецептов. Будете потом зарабатывать деньги, если разыграетесь. Ну и, понятно, если вам нужны будут большие партии, вы всегда можете обратиться в нашу компанию. Мы сделаем вам тонну этого крема без каких-либо заморочек. Ну и оставайтесь с нами, подписывайтесь на мой канал. Здесь все о красоте и о создании продукта, который можно монетизировать. Пока-пока.